Порождая чудовищ, бывшему солдату армии США грозит смертная казнь за то, что он воевал в Сирии на стороне фронта Аль-Нустра, крупнейшей группировки мятежников, официально присягнувшей Аль-Каиде. По словам Эрика Харуна, он ушел в Аль-Каиду потому, что ее цель – уничтожить режим Асада – совпадает с целью Вашингтона. Но на этой неделе американцы перебросили беспилотники из Афганистана поближе к Сирии. Эксперты считают это началом операции Пентагона по уничтожению наиболее одиозных боевиков, воюющих за Дамаск. То есть тех, кого еще недавно поддерживали всемирно. Мой коллега Михаил Леонтьев и съездил в Сирию, и поговорил с одним из ведущих специалистов по Ближнему Востоку, чтобы понять, кто за что воюет и насколько близка развязка. США собираются сделать подарок России, открыв ей дорогу на Ближний Восток и отвлечь таким образом от сближения с Китаем. Йери Мейсан, французский политолог, человек, которому доступны самые конфиденциальные источники на Ближнем Востоке. Автор сенсационных разоблачений с репутацией жесткого антиамериканиста, еще полгода назад предсказавший разворот в ближневосточной политике Обамы. Сегодня США отказываются от прежней логики на Ближнем Востоке. Раньше регион рассматривался ими как резервуар нефтепродуктов. Теперь же американцы убеждены, что достигли энергетической независимости, а следовательно, нет больше нужды содержать на Ближнем Востоке так много военных. Напротив, пора совершить плавный разворот и передислоцировать войска из Европы и Ближнего Востока на восток дальний, чтобы подготовиться к конфронтации с Китаем. Тогда, полгода назад, Мейсан с точностью описал кадровую чистку, в результате которой в спецслужбах, Пентагоне и Госдепе старых ястребов, сотворивших нынешний бардак на Ближнем Востоке, сменили реалисты-прагматики. Теперь, втягивая Россию на Ближний Восток, они рассчитывают избавиться от, как выражается Мейсан, удушающих объятий Израиля, которые этих самых реалистов очевидным образом давно начали тяготить. При этом еще со времен Картера-Бжезинского действует коалиция Запада, монархии залива и исламистского террора, весьма успешно применявшийся против сначала СССР, а затем России. Однако сегодня эта коалиция уперлась в Сирию. И теперь главный вопрос заключается в том, выживет эта коалиция или приход России в регион ее окончательно добьет. Самое интересное, что у России есть союзники внутри американской системы. У Москвы и Вашингтона есть пространство для торга. Важно лишь правильно выбрать переговорщиков, потому что Вашингтон очень неоднороден. Мощнейшая подпитка ястребиного лобби в Вашингтоне, противостоящего обамовским реалистам, осуществляется из монархии залива. Катар, Турция, а затем уже Саудовская Аравия. В таком порядке сирийский президент Башар Асад описывал нам проблемы нынешней Сирии. Это основные спонсоры и драйверы сирийской трагедии. При этом Саудовская Аравия в принципе может развалиться сама, лишившись гарантированной американской поддержки, которую реалисты не видят смысла сохранять. С Катаром гораздо сложнее, потому что это не вполне государство, скорее совместное предприятие British Gas Group и Пентагона. То есть живучесть Катара связана с тем, что это, по сути, британский финансово-криминальный офшор. Куда там Кипру и Виргинским островам. Катар занимается разного рода нелегальными операциями. По сути, он является тем, чем был остров Черепахи для пиратов. То есть это территория с признаками государства, что дает возможность британцам оборачивать большие объемы наличных средств, покупать все, что им нужно, и оплачивать, в числе прочего, международный терроризм в Сирии или на Кавказе. Есть прелестный нюанс, касающийся Франции, которая больше всех суетилась и в Ливии, и в Сирии. Вот этот французский энтузиазм объясняется весьма прозаическими мотивами. Существуют весьма тесные связи между французским правящим классом и Катаром. В бытность Николя Саркози, президентом эмир Катара, делал ему разные дорогостоящие подарки. Затем эмир стал скупать в центре Парижа шикарные особняки, являющиеся памятниками архитектуры, и ему понадобились разрешения для внутренней перепланировки зданий. Он успешно коррумпировал всю французскую верхушку, как членов администрации, так и политиков правого и левого толка. Во время последних президентских выборов эмир, не таясь, спонсировал обоих кандидатов, но ставку сделал на Олланда. Причем Лоран Фабиус, бывший премьер-министр Франции, лично ездил в Катар за деньгами. Теперь в том же духе начинает действовать и Турция, прямой инициатор войны против Сирии.
Там лагеря так называемых беженцев стали появляться еще до того, как появились сами беженцы. Сейчас Турция понимает, что США и Россия вот-вот объявят конец игры, поэтому она уже несколько недель как стала заниматься откровенными грабежами в северных областях Сирии. Существует и полулегальная турецко-французская компания с офисом в Париже, где можно разместить заказ на тот или иной предмет антиквариата. Заказ будет передан турецкой армии, и она сворует все, что нужно. Надеюсь, мы никогда не будем иметь возможности убедиться в том, что эта компания тесно связана с крупнейшей французской антикварной галереей Фабиус Фрер, имеющей непосредственное отношение к помянутому Лорану Фабиусу. Есть основания полагать, что вся эта грязная и кровавая возня нынешнюю американскую администрацию сильно утомила. И поддерживать существование этой антикварной коалиции больше нет никаких резонов. По мнению Джона Бреннана, нового руководителя ЦРУ, Соединенные Штаты сами должны не только демонтировать коалицию, но и уничтожить физически отдельных ее руководителей, которых сами же и вырастили. В ЦРУ уже существуют планы по зачистке главарей свободной сирийской армии, Аль-Каиды и фронта Аль-Нусры. В этом контексте Тьерри Мейсан полагает или знает, американцы готовы предложить некое решение вопроса, предложить его именно с помощью России. Перед Россией не стоит вопрос, влезать или не влезать в сирийский конфликт, поскольку он был спланирован против нее. Альянс западных стран с исламистскими группировками изначально имел своей целью ослабить Россию. Поэтому у России два пути. Она может дать погибнуть Сирии, после чего Катар и Саудовская Аравия наводнят эту страну кавказскими наемниками, которых оттуда будут отправлять в Россию. Есть и второй вариант — развернуть под эгидой ООН миротворческие войска на территории Сирии, чтобы помочь сирийцам победить международный терроризм. Михаил Леонтьев, однако, специально для воскресного времени.